Япония. Страна восходящего солнца. Это государство известно своими высокотехнологичными городами, богатым культурным наследием и потрясающими природными красотами, что делает его одним из самых желанных туристических направлений в мире, привлекая миллионы посетителей каждый год. Однако такой уровень открытости для иностранцев является относительно недавним явлением в истории страны. На самом деле, на протяжении более чем 200 лет, с 17 по 19 век, границы Японии были полностью закрыты для любых внешних гостей. Этот период, известный как Сококу, стал временем расцвета японской культуры, стремительного экономического роста и значительных изменений в обществе, которые ранее никогда не происходили. В результате Япония обрела многие знаковые культурные сокровища, наследие которых живет и по сей день. Но как эта островная страна прошла путь от периода изоляции до того, чтобы стать одной из самых развитых и открытых стран мира? Это история Японии. Архипелаг островов, на которых сегодня располагается Япония, населен уже более 40 тысяч лет. Первые поселенцы прибыли сюда с азиатского материка. Эти ранние жители привезли с собой навыки, такие как земледелие и обработка металлов, что стало основой для появления постоянных поселений и, впоследствии, для зарождения японской колониальной империи. По сути, это были древнейшие прототипы японских королевств. К III веку нашей эры значительная часть Южной Японии сформировала централизованную власть вокруг региона Ямато, где правление возглавлял монарх, известный как император. Значительную часть ранней истории Японии формировали и направляли культуры азиатского материка. Так, в 552 году через Корею в Японию пришел буддизм, а позже, в 645 году, были введены так называемые реформы Тайка. Эти реформы были направлены на политическое преобразование страны по китайскому образцу, где центральным элементом была императорская власть. Изначально императорский двор не имел постоянного местоположения и переносился с каждым новым правителем, пока в 794 году император Канму не решил основать столицу в одном месте, в современном Киото. Так началась эпоха Хэйан, продлившаяся почти 400 лет. Со временем императорский двор стал чрезмерно роскошным и сосредоточился на внутренних политических интригах, пренебрегая управлением страной за пределами столицы, что значительно ослабило его влияние. В результате земли, находившиеся под контролем императора, постепенно начали переходить в руки местной знати, что привело к появлению феодальной системы, где власть была децентрализована и больше не сосредоточена исключительно в императорском дворе Киото. Ослабление центральной власти привело к усилению региональных военных кланов, таких как Тайра и Минамото. Опираясь на военную силу своих самураев, они смогли бросить вызов императору во время восстания Хэйдзи в 1160 году, вызванного спором о наследовании трона. Этот конфликт перерос в войну Гэмпэй, где победу одержал клан Минамото под руководством своего лидера Йоритомо. В результате Йоритомо основал новое военное правительство в городе Камакура, далеко от императорского двора в Киото. В 1192 году Йоритомо убедил императора Готобу присвоить ему титул сёгуна, великого генерала, фактически став правителем всей Японии и заложив основу для военного правления, или сёгуната, которое продлилось следующие 700 лет. Военные способности самураев вскоре подверглись новому испытанию в начале XIII века, когда одной из крупнейших империй мира, Монгольская империя, под руководством Хубилай-хана, обратила свой взор на Японию. В 1265 году Хубилай потребовал, чтобы Япония признала себя его вассалом, но, не получив ответа, начал планировать полномасштабное вторжение. Монгольские войска высадились на острове Кюсю в 1270 году и столкнулись с решительно настроенными, хотя и значительно уступавшими по численности, силами самураев. Несмотря на серьезное численное превосходство, ход битвы изменился в пользу японцев, когда мощный тайфун, названный Камикадзе или Божественный ветер, внезапно обрушился на регион и уничтожил почти весь монгольский флот. В 1281 году монголы предприняли вторую попытку вторжения, но столкнулись с той же судьбой. Их флот был снова уничтожен очередным тайфуном, повторив судьбу первой экспедиции семилетней давности. Хотя Япония успешно отразила угрозу монгольского вторжения, оборонительные усилия практически разорили казну сёгуната, и многие самураи остались без оплаты за свои услуги.
Это серьезно ухудшило отношения между военным правительством и самурайскими кланами. И в 1333 году император Годайго предпринял переворот с целью вернуть власть императору и двору в Киото. Несмотря на успех, это положение продлилось недолго. Всего через 5 лет, в 1338 году, Годайго сам был свергнут в новом перевороте, который восстановил власть сёгуна под руководством Ашикаги Такаудзи. Однако, несмотря на возвращение власти сёгуну, реальная сила в Японии оставалась у местных самурайских кланов, феодальных лордов, даймё, которые непосредственно контролировали земли. Эти кланы часто заключали союзы и строили заговоры друг против друга, чтобы изменить баланс сил в стране, что нередко приводило к открытым гражданским войнам. Самый ожесточенный из этих конфликтов разразился в 1167 году с началом войны Анин, целью которой было определение преемника правящего сёгуна Ашикаги Йосимасы. Даймё выбрали стороны в этом конфликте, что привело к фактическому краху феодальной системы. Страна распалась на множество независимых территорий, управляемых различными кланами. Этот хаотичный период, известный как эпоха Сэнгоку или эпоха воюющих провинций, продолжался вплоть до XVI века и сопровождался значительными военными изменениями. Появились ниндзя, занимавшиеся тайными убийствами и шпионажем, а также буддийские монахи-воины, или сохэй, которые участвовали в сражениях наравне с самураями. Переломный момент в ведении войны произошел в 1543 году, когда португальский торговый корабль, сбившийся с курса, прибыл на остров Танегасима, расположенный к югу от Кюсю. 3 португальских торговца на борту стали первыми европейцами, ступившими на японскую землю, и быстро установили торговые связи, включив Японию в широкую португальскую сеть, охватывавшую большую часть Индо-Тихоокеанского региона. Раз в год на японское побережье прибывал «черный корабль», как его называли японцы, чтобы покупать и продавать товары, среди которых особенно выделялись европейские мушкеты. Эти оружия были совершенно неизвестны в Японии до того времени и сразу завоевали популярность среди соперничающих даймё, которые увидели в них серьезное политическое преимущество над противниками. Уже к 1556 году в гражданской войне использовалось более 300 тысяч огнестрельных орудий. Кроме того, португальцы принесли в Японию христианство, что способствовало их торговым успехам. Новообращенные христиане получали льготы на покупку оружия, а иногда и прямую военную поддержку от португальцев. Одним из самых известных даймё, сотрудничавших с португальцами, был Ода Нобунага. Хотя сам он не принял христианство, он использовал техническое превосходство европейского огнестрельного оружия и начал объединять Японию под своим правлением. Однако на последнем этапе своего восхождения к власти в 1580 году Нобунага был застигнут в засаде и убит. Его место быстро занял один из его последователей – Тойотоми Хидэёси, человек крестьянского происхождения, который благодаря военным успехам стал самураем и даймё. Хидэёси завершил дело своего покойного господина и окончательно объединил страну. Несмотря на то, что Хидэёси фактически правил объединенной Японией, он не принял титул сёгуна, возможно, из-за своего крестьянского происхождения. Вместо этого он управлял страной в роли кампаку или императорского регента, а также дайдзё-дайдзина, канцлера государства. Хидэёси намеревался передать эти титулы своему сыну, Тойотоми Хидэёри. Однако, так как сын был еще ребенком, Хидэёси попросил 5 своих самых надежных соратников дать клятву верности младенцу, чтобы поддерживать его до момента, когда он сможет взойти на престол. Однако вскоре после смерти Хидэёси в 1598 году между японскими даймё вновь разразилась гражданская война. С одной стороны были союзники Хидэёри, а с другой стороны сторонники Токугава Иэясу, который ранее служил Хидэёси. Решающая битва произошла в 1600 году, когда Иэясу одержал победу над своими соперниками, открыв новую эру под властью сёгуната Токугава, который просуществовал 268 лет. Этот период, известный как эпоха Эдо из-за переноса столицы сёгуната в город Эдо, современный Токио, считается одним из ключевых в японской истории. Относительный мир и стабильность позволили искусству и экономике процветать в эпоху благополучия,
Однако стабильность имела свою цену. Сёгунат Токугава ввел ряд суровых мер для подавления любого намека на социальные волнения, особенно ограничивая распространение христианства, которое в итоге полностью запретили в 1638 году. Чтобы предотвратить дальнейшее влияние иностранцев, в 1639 году Япония приняла политику сакоку, фактически закрыв страну для внешнего мира. Японцам было запрещено путешествовать за границу, возвращаться из-за рубежа или строить корабли дальнего плавания. Ограниченная торговля была разрешена только с Китаем и Кореей, а единственными европейцами с торговой лицензией стали голландцы, которым позволялось работать исключительно на небольшом острове Дэдзима в Нагасаки. Токугава при этом население Японии удвоилось, достигнув 30 миллионов человек, а правительство активно строило дороги и школы, что значительно улучшило социально-экономическое положение страны. Однако к концу 17-х и началу 80-х годов начали появляться признаки упадка сёгуната. Быстрый рост сельского хозяйства и торговли сопровождался постепенным проникновением западных идей. Через книги на голландском языке, которые содержали последние научные открытия Европы, жители Японии получали доступ к новым знаниям. Эти книги переводились на японский и распространялись из торгового порта Дэдзима. Международная торговля через Дэдзиму оставалась активной, и иностранцы были готовы использовать военную силу для защиты своих интересов, если потребуется. Не имея возможности противостоять военной мощи США, сёгунат был вынужден согласиться на требования коммодора Перри в 1853 году и открыть страну для американской торговли, а позже для других западных держав, таких как Великобритания и Россия. Это уступчивое поведение перед иностранными державами вызвало сильное недовольство среди влиятельных провинций Тёсю и Сацума. Тёсю и Сацума быстро сформировали союз и в 1868 году убедили молодого императора Мэйдзи издать указ о прекращении власти сёгуната Токугава. Армии Тёсю и Сацума направились в Эдо, что привело к войне Босин и в конечном итоге к падению сёгуната. Император снова обрел верховную власть, а его двор был перенесен в Эдо, который переименовали в Токио, знаменуя начало эпохи реставрации Мэйдзи. Это ознаменовало для Японии новый путь к модернизации, направленный на то, чтобы превратиться в полноценное национальное государство, равное западным державам. При правительстве Мэйдзи приоритет был отдан развитию инфраструктуры, внедрению железных дорог, телеграфных линий и транспортных систем. Власти также пригласили сотни консультантов из западных стран, которые делились знаниями в таких областях, как горное дело, банковское дело, право и транспорт, способствуя усилиям Японии по модернизации. Особое внимание уделялось военной сфере, где активно внедрялись новейшие западные тактики и технологии. Это вызвало недовольство среди местных самураев, чья роль как традиционной военной силы страны стала устаревать на фоне создания современной армии. Новая военная мощь Японии также была использована для расширения территории страны за границами с целью создать собственные колонии по примеру западных держав того времени. Завоевав контроль над Хоккайдо и аннексировав острова Рюкю, Япония обратила внимание на Китай и Корею. В ходе Первой Японо-Китайской войны высокомотивированные и хорошо организованные японские войска одержали неожиданную победу над более крупной армией Цинского Китая, в результате чего Тайвань был аннексирован Японией. В 1902 году Япония подписала важный военный союз с Британией, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны российского экспансионизма в регионе. Неизбежное столкновение с Россией в конечном итоге произошло в битве на реке Ялу, где впервые за десятилетия азиатская держава одержала победу над западной. Русско-японская война 1904-1905 годов завершилась драматической битвой при Цусиме, где новопостроенный флот Японии практически уничтожил российские силы. Эти военные успехи позволили Японии укрепить свое господство в регионе, аннексировав Корею в 1910 году и заняв место ведущей азиатской державы на мировой арене. Вдохновленная своими недавними военными триумфами и стремлением расширить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Япония присоединилась к союзникам в Первой мировой войне, намереваясь захватить новые колонии в Южно-Тихоокеанском регионе, которые номинально находились под контролем Германии. После окончания войны Япония участвовала в подписании Версальского договора и пользовалась международной поддержкой, усиленной ее членством в Лиге наций.
Однако, как и во многих странах в послевоенный период, в японском обществе, особенно среди военных кругов, все более проявлялись националистические и фашистские настроения, сопровождающиеся амбициозными экспансионистскими устремлениями. Эти амбиции привели к началу Второй Японо-Китайской войны в 1937 году, в ходе которой Япония расширила свое влияние на материковом Китае, вызывая растущее недоверие к своим намерениям со стороны международного сообщества. Обеспокоенные этой агрессией и стремительным ростом территориальных захватов, США ввели строгие экономические санкции против Японии, чтобы ослабить ее военный потенциал. С началом Второй мировой войны в 1939 году Япония поняла необходимость пересмотреть свою геополитическую стратегию и сблизиться с другими государствами, разделявшими аналогичные взгляды на расширение. В результате Япония заключила союз с Германией и Италией в 1940 году, что еще больше ухудшило ее отношения с Соединенными Штатами. Япония также настроила против себя другие западные державы, такие как Великобритания, Нидерланды и Франция, захватив новые территории в Юго-Восточной Азии и посягнув на колониальные владения европейских стран. В конечном итоге, однако, правительство Японии под руководством премьер-министра и генерала Хидеки Тодзё решило, что для того, чтобы снять экономические санкции и обеспечить свои недавние территориальные приобретения в Тихом океане, необходимо нанести превентивный удар по Соединенным Штатам. 7 декабря 1941 года имперский флот Японии начал неожиданную атаку на американский флот, дислоцированный на Перл-Харборе, Гавайи. Эта атака привела к вступлению США во Вторую мировую войну на стороне союзников и началу военных операций в различных странах Азии, включая Филиппины, Малайю, Гонконг, Сингапур, Бирму и Нидерландские Ост-Индии. Союзники, возглавляемые Соединенными Штатами, вступили в жестокий и затяжной конфликт на Тихом океане против японских сил. Одной из ключевых задач было захватить небольшие острова с расположенными на них стратегически важными аэродромами, которые можно было бы использовать для нанесения бомбардировок по японскому материку. Бомбардировки заставили США осознать, что наземное вторжение в саму Японию приведет к непоправимым потерям среди их войск. В результате было решено использовать новейшее секретное оружие, чтобы заставить Японию капитулировать. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили 2 атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибли более 100 тысяч человек. Капитуляция Японии была объявлена союзником 14 августа, а на следующий день это публично подтвердил император Хирохито по национальному радио. С окончанием войны Япония оказалась под оккупацией союзных сил во главе с генералом Дугласом Макарантом, который начал процесс восстановления. Японская армия была разоружена, а правительство прошло через процесс демократизации. Несмотря на то, что император Хирохито остался на своем посту, что стало центральным элементом системы государственного синтоизма, под руководством премьер-министра Сигару Юсиды Япония изменила свой акцент на экономическое развитие вместо ведения агрессивной внешней политики. К 1955 году японская экономика превысила довоенные уровни, а к 1968 году она стала второй по величине капиталистической экономикой в мире. Япония заняла ведущее положение в производстве автомобилей и в электронике, что привело к экономическому буму, поддерживаемому японскими потребительскими товарами. Вся эта послевоенная экономическая активность помогла сформировать Японию как успешную страну, которая занимает высокие позиции почти по всем показателям глобального производства и развития, от экономики до технологий и даже продолжительности жизни. Это характерно для стойкости японского народа, который, преодолев трудности в последней стадии самого разрушительного конфликта в истории, решил выбрать совершенно иной путь. Путь восстановления современного национального государства, свободного от конфликтов, разделений и неравенства прошлого.